Сегодня мы поговорим с физиком-ядерщиком, участником белорусской антиядерной кампании Андреем Ажаровским. Здравствуйте, Андрей. Добрый день. Расскажите, пожалуйста, немного о себе. Кто вы, откуда и почему вы выступали против строительства Островецкой атомной электростанции? Ну, так получилось, что по образованию я физик, а Московский инженерный институт, специальность ядерная физика. С какого-то момента, я уже сейчас давно не работаю ни в атомной промышленности, никогда не работал ни на одной атомной станции, это же не наука атомной станции, а какая-то техника. Я просто так получилось, что примерно с начала 2000-х годов я стал собирать информацию об атомной промышленности России. И я для себя сделал вывод, я такой не один, таких людей много, кто считает, что атомная энергетика как отрасль экономики свой век, конечно, отжила. Вот ядерная медицина, наука, физика, она же не нуждается в этих огромных реакторах, которые представляют большую опасность, ибо лично ходят. И у меня сформировалось мнение, что для моей страны, для России было бы, конечно, очень хорошо, чтобы атомные станции куда-то пропали, куда-то исчезли. Ну, подешевело бы в первую очередь, во вторую очередь стало бы меньше рисков. И когда увидел, что Росатом, государственная корпорация, определенным способом заставила Беларусь принять участвовать вот в этом атомную станцию, которая сейчас уже мне показалось правильным помочь белорусским коллегам разобраться, что же там не почему все это плохо. И я могу сказать, что мы еще до того, как официально было объявлено о решении атомную станцию, где-то году в 2008 первое вот такое вот собрание было белорусской антиядерной кампании. И потом, когда были опубликованы официальные документы оценки воздействия на окружающую среду, была проведена общественная экологическая экспертиза проекта белорусской атомной станции. В ней возглавляют комиссию два академика, с белорусской стороны академик Ника, с российской стороны член КОР Алексей Владимирович Яблоков, к сожалению, оба уже нас покинули. Мы провели серьезный анализ, вот не на уровне просто догадок и эмоций, а именно проанализировали тот документ, который белорусские власти вместе с Росатомом выдали на суд общественности. Мы к выводу опасной, что она не нужна Беларуси, что несет множество рисков. И, например, в том числе и вот площадка, которая выбрана, изначально выбирали площадку из 3 возможных, вот выбрали Островецкую, поближе к Вильнюсу, подальше от Минска. Мы пришли к выводу, что, конечно, этот проект крайне опасен и не должен быть реализован. К сожалению, к нашему мнению не прислушались. Вот я участвовал в общественных Скажите, пожалуйста, слушаниях, которые вы с были. кем-то из белорусских властей общались по поводу строительства атомной электростанции? Да, я пытаюсь вам про это рассказать. Эксперты общаются документами. Угу. Вот политики на улице общаются при помощи мегафона, да, приходят к властям и кричат им что-то в окно. Эксперты общаются документами. Мы создали продуманный, хороший документ под названием «Общественная экологическая экспертиза проекта Белорусской атомной станции». Он был опубликован, он был разослан официально, чтобы не могли на него закрыть глаза, разослан в соответствующие органы, в частности, Министерство энергетики же, вот такой вот основной лоббист строительства атомной станции, с белорусской стороны. В Росатом мы это не посылали, потому что это глупо делать, Росатом ничего не остановит, задача этой государственной корпорации строить реакторы и ничего их. Такой бульдозерчик, да? Вот. И реакция была очень хорошая, реакция серьезная. Вот я когда участвовал в городе Островец на слушаниях до начала строительства, меня на этих слушаниях арестовали. Просто вот арестовали, присудили 7 суток за хулиганство. И хулиганство состояло в том, вот просто в протоколе у меня написано, что я пытался участвовать в общественных слушаниях. Да? Вот мое хулиганское поведение было в том, что я пытался проникнуть в здание, где проходили общественные слушания. То есть власти это увидели, власти, в прессе, я могу процитировать, вот есть такой Александр Григорьевич Лукашенко, он назвал ученых, которые выступили против строительства белорусской атомной станции, а есть такая организация «Ученые за безъядерную Беларусь».
Вот как написано в Конституции, Беларусь безъядерная. Ну и должна быть, наверное, безъядерная. Так вот, он назвал их, если я правильно помню, бандиты от науки. То есть реакция была, но диалог власти решили вести при помощи репрессий. У людей отбирали компьютеры, людей арестовывали. Я не единственный вот такой вот пострадавший. Я вообще гражданин России. Сидел в Островце 7 суток. Уехал к себе обратно. А те участники вот из Белоруссии, они полностью получили целый набор вот таких вот репрессивных методов, и мы смогли отстоять свое право, мы доказали, вот в Беларуси есть участник такой конвенции международной, Орхусская конвенция, которая защищает экологических активистов, и не только комитет по соблюдению конвенции, вся встреча сторон, которая вот проходила несколько лет назад в Черногории, все страны конвенции официально признали, что да, правительство Беларуси нарушило свои обязательства и оказывало давление на противников строительства атомной электростанции. Андрей, скажите все-таки, насколько это со стороны властей было неэтично все-таки построить атомную электростанцию в Беларуси после вот этой страшной чернобыльской катастрофы, которая 35 лет произошла? Насколько вообще опасно строительство новой АЭС? Ну, понимаете, этика, наверное, не та категория, которой политическое руководство, которое приемлемо к описанию того, что делает политическое руководство. Мне кажется, конечно, выбор такой вот цели для строительства Росатомовской станции, как Беларусь, крайне неправильным. Начнем с того, что станция просто вот сейчас, чтобы ее как-то вписать в энергетику, вы знаете, правительство Беларуси принимает законодательством, обязывает потребителей электроэнергии наращивать потребление. Когда во всех странах речь идет об экономии электроэнергии, да, об эффективном использовании ресурса, сейчас вот заказав вот эту вот дорогую игрушку, Лукашенко вынужден заставлять предприятия брать на себя повышенные обязательства по потреблению электроэнергии. Это такое вот совершенно прямое доказательство того, что мы были правы, станция не нужна. С точки зрения экологической опасности, даже если эта станция, на ней не произойдет никакой серьезной аварии, она будет выбрасывать газообразные радиоактивные отходы в окружающую среду. Может быть, в других местах, где население более здоровое, где население никогда не подвергалось дополнительному воздействию искусственных радионуклидов, может быть, это и может быть приемлемо. Хотя я сомневаюсь в этом. Наверное, это нигде не приемлемо. Но получается, что над белорусами, как над нацией, вот на всей популяции страны, проводят такой второй эксперимент. Вот первый раз, когда 35 лет назад взорвался реактор, территория страны была густо посыпана цезием, стронцием, йод выпадал, да, люди все это потребляли внутрь и получили не только личные риски, но и риски для популяционного генома. И то, что сейчас вот эта станция будет пыхтеть и выбрасывать в окружающую среду радионуклиды, может привести к совершенно непредсказуемым последствиям. То есть риск в этом огромен. Ну и, конечно, риск аварии, риск катастрофы не исключен. Тип реактора ВВР 1200 в принципе не может быть высоко безопасным, поскольку там используется вода в качестве теплоносителя, а любой водяной реактор очень чувствительный к нарушениям теплообмена. И в случае подъема температуры будет расти давление, значит нагрузка на трубопроводы, на корпус реактора, которые могут не выдержать. Это я сейчас не сам придумал, это сказал бывший министр атомной промышленности России Коновалов. То есть это всем, нормальным инженерам, нормальным экспертам это очевидно, что любая атомная станция, любой реактор остается источником повышенной угрозы. Ну, расскажите, пожалуйста, немного про отходы. Да, еще одна серьезная проблема, она общая для любой атомной станции, вот белорусской или не белорусской, связана с радиоактивными отходами. Не бывает реактора, который не производит радиоактивные отходы, это искусственные, и часть из них долгоживущие радионуклиды, и по большому счету в долгосрочной перспективе с ними непонятно, что делать.
Вот Беларусь написала такую наивную концепцию обращения с радиоактивными отходами, где было сказано, ну вот мы построим временное хранилище, потом мы построим еще хранилище, потом мы, может быть, будем их закапывать. Надо знать, что ни в одной стране мира в долгосрочной перспективе не решена эта проблема. Единственное государство, где попытались начать строить вот такое вот долговременное заглубленное радиоактивных отходов, это Финляндия. А остальные страны на нее смотрят с недоумением, потому что есть инженерные данные о том, что геологические структуры не могут сдерживать нуклиды вот на все те сотни тысяч лет, пока они остаются опасными. И здесь будет огромные проблемы, правда, они не сразу возникнут. 2030 энергоблок может работать, и радиоактивные отходы могут храниться прямо там, рядышком с ним. И только после в полный рост станет эта проблема. Но это вот стандартный конфликт экологов, которые думают на будущее, о будущих поколениях, думают на сотни лет вперед, и политиков, которые думают на ближайшие пару лет в лучшем случае, а то и так не думают. И мне-то кажется, что Беларусь должна учитывать международный опыт других стран. Надо смотреть на соседнюю Литву. Вот Литва отказалась от атомной энергетики, закрыла работающую атомную станцию, да, Игналинская атомная станция, на границе, кстати, с Беларусью, построенная в советское время, с реакторами РБМК-1500, очень похожими на Чернобыль. Она из предосторожности была закрыта, там не было каких-то катастрофических взрывов или там чего-то такого, да. И молодцы литовцы, с их стороны угроза на вашу территорию уже не придет. А вот со стороны Беларуси это до Вильнюса может долететь. Второе, ну давайте напомним, что через год, в 2023 году, будет установлен последний реактор в мощнейшей экономике Евросоюза в Германии. И вот эта страна будет полностью закроет все атомные станции, они теперь дальше закрывают угольные станции, и будет больше и больше использовать возобновляемые источники энергии. Хороший урок для Беларуси. Беларусь могла бы пойти по другому пути. Вот эти 10, ну там чуть меньше 10 миллиардов долларов, которые, если вдруг станция будет введена в эксплуатацию, пока она еще в опытно-промышленной станции, пока еще не поздно все это остановить. Так вот, если будет официально станция введена в эксплуатацию, в этот момент прозвучит такой дзынь, и государственный долг Беларуси повысится. Вы будете обязаны через 2 года начать выплаты России. И, наверное, это тоже не очень хорошо, потому что с одной стороны, придется дороже платить за электроэнергию, я уже сказал, электроэнергия атомная в данный момент стоит намного дороже, чем любая другая, а еще и государственный должок получится. Поэтому вот такой вот, кроме радиоактивных отходов, в качестве такого долгосрочной проблемы, это вот эта проблема зависимости от России. Ведь решение строить атомную станцию, это означает, что вы будете меньше покупать российского газа, больше покупать российского урана. То есть уход вот энергетической независимости этим шагом не достигается ни разу. Просто к зависимости от поставок энергоносителей, которые в этом случае, снова скажу, это ядерное топливо, приплюсовывается зависимость от российских технологий. Ну и вот этот вот самый гигантский долг. Поэтому, честно сказать, понять логику властей, когда они принимали решение строить атомную станцию, я не могу. Единственный вот такой нормальный был с их стороны лозунг: давайте уйдем от зависимости от России. Ну как вы можете уйти от зависимости от России, поменяв шило на мыло, поменяв закупки газа на закупки урана? Особенно учитывая опыт Литвы, знаете, да, вот Литва смогла добыть вот тот самый терминал, через который покупает газ теперь не только у «Газпрома», а на мировом рынке, и там цена на газ резко упала. «Газпром» перестал быть монополистом, то есть газ такой товар стал не монопольный. А уран, обычно урановое топливо поставляется той страной, которая строит реакторы. То есть тут зависимость от России на ближайшие 50 или 60 лет. Так что там еще много политических вопросов, но это не совсем моя епархия, но я могу эти вопросы тоже комментировать, потому что я вижу, как вот эта атомная тема вплетена в большую политику. К сожалению, многие используют атомную энергетику как такой вот рычаг политического давления. Вы еще это увидите. Но это вы, я помню, говорили о том, что считаете, что Россия специально ее строит, чтобы поссорить Беларусь с Литвой. Я говорил, что единственным результатом на данный момент является ухудшение отношений между Белоруссией и Литвой.
Выбор площадки не рядом с промышленными районами Республики Беларусь, а рядом со столицей соседнего государства, рядом с Вильнюсом. Как раз это и привело к тому, что отношения ухудшились. Специально это сделано со стороны России или нет, я не знаю. Ну, не ко мне вопрос. Я просто наблюдаю, и я говорю, что это результат. Вот до начала строительства, до того, как Беларусь, официальная Беларусь, нахамила Литве, начала строить атомную станцию, не закончив положенные по международному законодательству консультации, вот по конвенции, по другой конвенции, ООНовской, консультации не были закончены, а стройка началась, собственно, на это-то Литва и обиделась. Сначала Литовская республика очень положительно относилась к этой инициативе, потому что, помните, было так, строить атомную станцию и в Литве, и в Калининградской области. Ну, сейчас это все, эта идея не реализована, слава богу. Но вначале не было никакого вот такого политического ответа Литве. Это Беларусь добилась того, что Литва вся поднялась. Наверное, знаете, там внутри референдум произошел. Литва в принципе отказалась строить новую станцию на своей территории. Ну и, конечно, да, я их понимаю, почему они выступают против вот такого вот подарочка, который подкинули рядом с их столицей. И здесь дальше я просто не вижу нормального выхода, потому что я просто вижу, как специально этот конфликт раздувался. И раздувался со стороны атомщиков, со стороны белорусских атомщиков. Участвовала там Россия или нет, но это другой вопрос. Ну, я знаю, что были какие-то новые слушания, вы мне до этого говорили в беседе, о запуске атомной Ну, станции. смотрите, на момент первый энергоблок белорусской атомной станции построен. Он находится в этапе опытно-промышленной эксплуатации, это значит, крутится, вертится, отходы производятся, трубы дымят, электроэнергия вырабатывается, но официально блок в эксплуатацию не введен. По закону полагается провести общественные слушания, вот вот сейчас они будут в конце недели. 30 апреля объявлено, кто желает, посмотрите на сайте Госатомнадзора, да, это подразделение Министерства по чрезвычайным ситуациям Беларуси, это, в общем-то, правильно, отношение атомной энергетики как к чрезвычайным ситуациям. Так вот, объявлено, что в частично дистанционном режиме будут проходить общественные слушания, нужно зарегистрироваться, послать заявку, то есть не всех будут пускать, ну, мы понимаем, ковидные ограничения – это вещь серьезная. Я призываю граждан Беларуси, посмотрите, там не только в Минске это можно делать. В большинстве областных центров и в самом Островце можно участвовать вот в таком очно-заочном режиме, то есть прийти в какое-то помещение, принадлежащее или МЧС, или администрации, и высказать свое мнение. Приходите, регистрируйтесь. Власти, к сожалению, не опубликовали ссылку для общего доступа, но если вы проводите слушания в дистанционном режиме, то есть через какую-то интернет-платформу, могли бы там поставить переходничок в Zoom, Skype или в какой-то другой популярный сервис для того, чтобы люди участвовали, смогли за слушаниями наблюдать и задавать вопросы. Ну, раз этого не сделано, давайте попробуем поучаствовать. Вот я со своей стороны попробую приехать в Минск, потому что действительно, вот на прошлых слушаниях меня на этих, может быть, дадут выступить. Посмотрим. Хотя я не исключаю, что власти могут провести слушание снова в милицейской спецоперации, и что многим тем, кто подаст заявки, приказы. Но это будет снова нарушение. Это будет снова нарушение взятых Беларусью обязательств. Посмотрим, как все это будет проходить. Ну, у нас это сейчас постоянно происходит, к сожалению, все эти задержания на абсолютно любых слушаниях. Это уже, к сожалению, практически как норма жизни стала. Но давайте, наверное, не будем о политике сейчас, а поговорим, может быть, как-то вернемся к вопросу Чернобыльской АЭС, которая случилась у нас катастрофа 35 лет назад. Хотела вам задать вопрос. Вы, наверное, наверняка смотрели сериал «Чернобыль». Скажите, насколько там отображено верно или неверно вот все происходящие события? Ну, с моей точки зрения, сериал HBO, вот эти мини-серии, да, HBO «Чернобыль», очень хороший художественный фильм. Это просто замечательно. К нему не надо подходить как вот к такому инженерному отчету, но ребята, сценаристы взяли хорошие исходные документы.
Это в первую очередь отчет МАГАТЭ под названием ИНСАГ-7. Возьмите, прочитайте. И они его просто воспроизвели вот по частям, да, как это происходило, вот эти события на блочном щите управления, да, что реактор взорвался после того, как была нажата кнопка «Останова», знаменитая кнопка АЗ-5, это правда, так и происходило, что конструкция реактора была столь дурная, что нажатие кнопки отключения сработало наоборот, и реактор пошел в разнос. Это хороший сериал, он дает, ну, я имею в виду именно техническое описание того, что происходило на атомной станции, потому что там слоев разных, да, там есть разные персонажи, которые с реальными именами, но настолько ли была их роль, как там написано, конечно, нет. Легасов там абсолютно выдуманный персонаж, реальный Легасов. Ну, посмотрите его видео, он обращался к ликвидаторам, говорил: радиации вы не видите, все нормально, идите работайте. То есть был таким хорошим человеком-атомщиком, они всегда преуменьшают опасность облучения. Дятлов там выведен таким каким-то злодеем, может, он и был злодей, но это живой человек, ну, сейчас он уже не с нами, да, но ну, вот он отсидел свое время, дал несколько интервью, я призываю слушателей просто набрать в Ютьюбе Анатолий Дятлов, Чернобыль, как это было, прочитайте его мемуары, или посмотрите несколько видеоинтервью, он очень интересно рассказывает, и часть его вот этих вот свидетельств использовали, безусловно, сценаристы HBO. А так сериал хороший, правильный, и ведь вспомните, первые слова, там, какова цена лжи? Вот это основной вопрос. Про Чернобыль врали, что реактор хороший, надежный, он безопасный. Что сейчас говорят про Островецкий реактор? Да то же самое. Люди забыли Чернобыль, вот в Росатоме забыли, в руководстве Беларуси забыли. И говорят: новый реактор, безопасный, хороший, никогда не взорвется. Ребят, это ложь. Я очень надеюсь, что Беларуси не придется второй раз платить вот эту самую цену лжи. Но какие-то подходы к этому имеются. Вот власти толкают страну на то, чтобы жизнь Беларуси стала более опасной. Нахождение работающего реактора на территории страны делает проживание менее комфортным, более опасным. И ложь – это то, что написано, да в тех же документах, которые сейчас на обсуждение вынесены. Там же ничего про аварии не говорится. Там описана такая, знаете, сферическая АЭС в вакууме, какая она хорошая, как все хорошо, как хорошо сработает автоматика, как хорошо сработают операторы. Но это же ложь. И автоматика не сработает, и операторы могут ошибаться. И, к большому сожалению, да, реактор ВВР-1200 отличается от реактора ВК-1000. Но есть сотни сценариев, по которым что-то может пойти не так, и реактор может взорваться, и последствия могут быть сравнимы с тем, что были вот, после Чернобыльской катастрофы. Так что основной вопрос, да, какова цена лжи, будем на этот вопрос отвечать. Помните ли вы, был случай, когда во время строительства атомной электростанции в Островце уронили корпус реактора? К чему это вообще могло привести? Там огромное количество было проблем при строительстве. Самое громкое во всех смыслах – это когда вот эти криворукие строители смогли уронить корпус реактора. Это более чем 300 тонн, такой вот сосуд высокого давления, точнее, это часть всего корпуса, да, и настолько сильно его уронили, что, наверное, вы знаете, Беларусь отказалась использовать этот металлический агрегат, и его обратно отослали в Россию. Сейчас он в городе Волгодонск находится, на той вот фабрике, где похожие устройства производят, как такой вот символ укора. Там было множество других происшествий, там нарушения при бетонии, нарушения при, в том числе и такие, скажем так, которые мы узнали, да, есть нарушений при строительстве, о которых не удалось атомщикам скрыть их. А есть нарушения, о которых мы не знаем. И одно из них всплыло очень интересно, возможно, вы помните, в ноябре, когда вот реактор запускали, там торжественная была церемония, куда приехал и глава Росатома, и Лукашенко приехал. И они такие запускали этот реактор, а он на следующий день остановился. Да еще не просто, а через пожар трансформатора, то есть, ну, не главного трансформатора, а измерительного трансформатора, небольшое устройство, он там сгорело, но это говорит о том, что, ну, наверное, некачественно его или смонтировали, или купили какое-то бэушное устройство. Не знаю, каков результат расследований. И вот это все вместе как раз говорит о том, что там не только сам
Сам проект не очень хороший и опасный. Там еще знаменитое росатомовское качество, то есть такое вот похабное отношение к нормативам, похабное отношение к инструкциям. Ведь не должны же падать корпуса реактора при строительстве. Если он падает, значит, строители, ну, криворукие, да, может быть, и рукожопые, не знаю. Поэтому здесь вот это дополнение. То, что я раньше говорил, это недостатки, врожденные недостатки любого энергоблока, да, производства радиоактивных отходов, возможности аварий и катастроф. Но если еще хреново строят, если еще строители роняют корпус реактора, тоже не сразу признаются, там же врали сначала, что все это незначительное происшествие, мы все равно утюкнутый корпус установим. Вот это все наводит на мысли, что, конечно, опасность вот этого построенного объекта, она еще больше, чем могла бы быть у такой вот абстрактной атомной станции, не связанной с Росатомом. Андрей, подскажите, пожалуйста, белорусам, как нам сделать так, чтобы атомная электростанция не взорвалась, и мы не повторили вот такую ситуацию со вторым Чернобылем и не задохнулись во всех этих отходах от новой станции? Ну, надо сделать очень просто. По результатам опытно-промышленной эксплуатации нужно принять решение не вводить атомную электростанцию в промышленную эксплуатацию. Спасибо вам, Андрей, огромное, что уделили нам сегодня время. Вот информация очень полезная. Спасибо вам еще раз. Да, хорошо, спасибо, что обращаете внимание на экологические проблемы. В конце концов, это наши общие проблемы. Да. Всего вам доброго. Все мы прекрасно помним ту катастрофу на Чернобыльской АЭС, которая произошла 26 апреля 1986 года. Много судеб сломано, много людей погибло, территории заражены. Но несмотря на весь этот ужас, наши власти запустили новую атомную электростанцию. Они не усвоили урок и ошибки прошлого.